back to my old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Утро туманное в Германии. Мы с Ладой сегодня раненько вышли, потому что наши друзья из Польши попросили нас узнать в государственных органах, можно ли из Польши сейчас переехать в Германию, принимают ли людей, которые уже стоят на временной защите, и дают ли временную защиту здесь, в Германии, сейчас. Неделю назад мы взяли электронный термин, то есть электронную запись сделали в миграционную службу, Ausländerbehörde называется по-немецки, и мы сейчас идем в сторону Ратхауса, где и находится эта организация. Написали им пояснительную записку, не знаю, сейчас посмотрим, что нам ответят, и вам расскажем тоже. Хорошо приходить в такие инстанции по электронной записи. Там стояла очередь, немного, человек 4 или 5, но мы подошли, сначала спросили, кто последний, а потом выходит женщина и говорит, кто по термину, господин такой-то, заходите, да. В общем, мы зашли, сразу же попали на прием и спросили, могут ли люди из Польши, наши знакомые, приехать сюда, объяснили, какое у них положение, какая ситуация, кто они, что они. Там было 4 сотрудника в комнате, и они начали между собой сначала совещаться. Они не знали, точно. Они такие зависли немножко, обсудили, а потом говорят, в принципе, да, пускай приезжают, тут им могут дать временную защиту. Но мы дальше начали спрашивать наводящие вопросы, какие действия конкретно нужно сначала в Польше закрыть временную защиту или приехать сюда, сначала открыть здесь, потом закрыть. Она говорит, этого я не знаю, это надо узнавать там, в Польше. Она говорит, что все возможно, но вы должны найти сначала жилье для своих знакомых. Вы если сами, находите сами жилье себе, тогда без проблем. Но это, конечно, и есть главная проблема, где жить. Да, жилье и впоследствии работу тоже. А в принципе здесь миграционная служба людей оформляет, дает защиту. После получения параграфа 24 сразу можно искать работу. Я спросила, можно ли джоб-центр, будет платить потом за эту квартиру. Они сказали, мы не знаем, это вам надо говорить с джоб-центром. То есть вы приезжаете, снимаете квартиру, потом становитесь, оформляете вот это вот. Нам, кстати, дали сразу же Это анкета для иностранцев. Анкета для того, чтобы оформить паспорт уже, сразу же вот дали. Там отпечатки пальцев, фотография, все. И после этого вы уже идете в джоб-центр, и там уже просите за квартиру, за жилье, за помощь. Но, как правило, мне кажется, за тот первый месяц, который вы будете жить, допустим, снимете, вам придется самим платить. Может, конечно, можно попросить вернуть эти деньги, но это вряд ли. Сейчас нам сказали, что даже уже те украинцы, которые заезжают в Германию на своей машине, то Германия рассматривает эту машину как инструмент возможностей для жилья. То есть они говорят, у тебя есть машина, ты можешь ее продать, за эти деньги снять, оплатить хотя бы первое время свое жилье, поэтому уже Если вы надумаете из Польши ехать, вам надо просто иметь деньги, иметь возможность снять квартиру, иметь деньги на первый, второй месяц, я не знаю, сколько тут понадобится, чтобы... Первый, второй месяц и кауцион. Да. На самом деле, вот эта тема снять квартиру в Германии иностранцам, это просто очень сложно, потому что никто из хозяев немецких не хочет сдавать жилье на короткий срок. А люди, которые приезжают, еще не знают, какой у них будет статус, будет ли им оплачивать джоб-центр их жилье. Конечно же, ни один немец не захочет вот так вот пустить людей, которые через 2 месяца могут оказаться неплатежеспособными. Я думаю, что в этом случае хорошо бы иметь каких-то родственников или знакомых, которые живут в Германии, которым фермиторы доверяют. С доверием уже предоставить тебе жилье, с надеждой, что ты, в общем-то, не убежишь.
picture thousands of miles away. Мы с Ладой сегодня утром проснулись, начали включать чайник, как обычно, а он не включился. Поломался наш чайник, не работает. Он уже старый, просто это чайник местный, который был вместе с квартирой сдан. Да, поэтому мы сейчас хотим зайти в Тедди, но, возможно, Тедди не работает еще. А может и работает. Короче, нам нужен новый чайник, идем покупать. А вот еще видно туман над горами, посмотрите. Красота, ветра нет, желтые листья падают. Конечно, такое ощущение, что живешь в каком-то курортном городке. Возможно, если бы мы жили даже в каком-то мегаполисе, мы бы чувствовали себя, наверное, более так, в рабочей обстановке. А здесь немножко так. Нашли стеллажи с чайниками в Тедди. Ну, такие обычные, совершенно обычные чайнички. А вот какие-то чуть покрасившие. А, 9 евро, ладусь. Смотри, это 12 стоит. Это 12, он прозрачный, да? Ну да. Не Не железный, некрасивый. А этот 9 евро стоит. Ну, тоже такой пластмассовый, наверное, будет вонять. Знаете, как пластмасса. Самый, да, дешевый, наверное, не надо покупать. Вот это вообще 8 евро стоит. А, ну они все тут такие. Этот 15 евро. А этот разве? Смотри. Это что же электрический? Смотри, Да, этот мне не будет- кажется, этот самый дешевый, он будет вонять пластмассой и, в общем-то, это 15 евро. Давай купим такой. А давай еще в соседний зайдем. Тут есть соседний магазинчик. Давай. Сравним, да? И посмотрим, почем чайники. Мгм. А, ладно, глянь. Супер. Это уже подготовка к Хэллоуину. Привет, мадам. Вот так они встречают здесь гостей. Так, вот наверху чайнички всякие. Видишь, тут уже стеклянненькие. Ну да, тут выбор побольше. Ой, ну тут уже, видишь, 20 евро Ну, сразу. конечно. В том магазинчике это Тедди, да, там Мгм. дешевле. Здесь по 20 евро все, да? Вот Ну, это- я так понимаю, такой же чайник, только он стоит здесь 17, нет? Нет, тот, во-первых, был побольше. Короче, а это сколько? Тоже отсвечивает 17 евро, да? Ну да, смотри, там вот такая вот, только что мы тостерницу смотрели, там 10, тут 12. Смотри, такой чайник там, сколько там? Там вообще 8. Нет, вот такой вот был. Железный 8 евро, я тебе говорю. А пластмассовый полностью был вот 9 12 евро. был, да. Вот такого типа вот. У них там стоил 9 евро, а тут 10. Тут другие бренды. Другие. Видишь, коробочки другие. Они похожи, но другие. Можем выбрать либо этот стеклянный, ну, прозрачный, либо вон тот прозрачный за 20. да. Но я знаю, что чайники надо покупать хорошие, они потом дольше служат. У нас был такой случай, когда мы покупали раза 3 дешевые чайники. По деньгам это вышло нам дороже, потому что чайник ломался через месяц практически. Мгм. Поэтому лучше чайник дешевле будет. Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые. Да, да. Ну, тогда берем вот этот вот верхний. Ну, вот Тебе- такой вот, да? Или Да. это другой Не, же? это такой же, да. Ну, Тебе нравится серебристый, тут есть или черный. ой, вообще все равно. Ну, вообще серебристый. Ну все, бери тогда вот этот. Sehr gut. Sehr Also ich gut, ja. möchte auch kaufen. Und das ist wichtig für mich. Das ist ganz wichtig, BPA. Wegen Kunststoff. Das ist alles Gift jetzt. Und das finde ich gut. Durfte nicht, wenn Wasserkocher Plastik- arbeiten, Plastikdufte eine nicht. Plastikdufte. Genau, darf nicht. Also sollte Ja, nicht. okay. Aber wenn was ist, können wir zurück mit Zettel. Okay, Kein okay. Problem. Ага. Zurückgeben. Ja. Нам сегодня с Ладой нужно ехать к врачу в другой городок. А Лада себя чувствует не очень, но в принципе уже готова куда-то ехать. Мы собирались ехать на поезде, но представьте, оказывается, что поезда из нашего городка не ходят сегодня почему-то в сторону Штутгарта. Утро, сонный немецкий городок. Едем через наш Гайслинген. Я купил
купил себе новое крепление для телефона. У меня теперь телефон нормально держится, а то все время болтал его по машине. Поверніть ліворуч на Уеркстрас. Уже не первый раз вижу, тут девушка сидит вот так вот. На заправках практически так же, как у нас. Магазинчик, кстати, это Рэви. Можно что-то купить. Конфеты продаются всякие. Бургеры продаются. Возможно, кофе. Кофе тоже есть. Может, нам с Ладой кофе здесь попить? Говорит, я говорю, это самое, вы нуждаетесь в деньгах? Нет, нет, есть ты на стол. Говорит, нет, нет, ничего не надо. Я говорю, а что случилось? Ничего, все нормально. Просто жить Я негде, говорю, да? холодно. Она, ну да, ну что. Она вчера сидела рядом с нашим домом, я ее уже не Что первый раз вижу. И случилось? на этой заправке она постоянно сидит. Вообще в Германии мало бездомных, особенно в маленьких городках. В больших там много. Прям на вокзалах живут, там, ну, Ну, да. в Ульме прям, Ну, помнишь, там спят. просят деньги. Я ей хотела дать, она, ей стыдно стало, она говорит, не надо мне никаких денег. Даже интересно. Каждый раз, когда мы выезжаем на автобан, разгоняемся до скорости 70 км в час, и машина начинает гудеть. У меня где-то в ходовой, видимо, гранаты, не знаю, в колесе, ну, уже, наверное, износились. И получается такой рык на скорости 90 км в час вообще, как будто я на вертолете лечу, а не еду на машине. Машина не пускает. Смотрите, как гудит вообще. Прям как трактор. Через 300 метрів. На кільці другий з'їзд. Ну, слава богу, мы доехали. Так гудит машина, я просто... У меня ощущение, она развалится на ходу. Вот послушайте, как приятно ехать, когда 30 км в час. Здесь, видите, знаки стоят везде. 30 км по этому городку. Это Айслинген, Хильс. И здесь так себе едешь по-пенсионерски. Классно, наслаждаешься, ничто не гудит. Красиво, осень, желтые деревья. В общем, мы приехали. В одну сторону мы добрались. Теперь надо преодолеть расстояние назад. И все, я еду На уже... кільці другий з'їзд на Молбачстрас. Еду уже на ремонт, потому что, ну, страшно гонять на этой машине. Мы приехали в этот городок, потому что Лада здесь лечится у врача. То есть регулярно посещает доктора, гинеколога. И история такова, что мы в своем городке не смогли в свое время, когда искали гинеколога, найти врача. Нас просто не брали. Сказали, нигде нет места, никто не хочет записывать новых пациентов. И вот нам друзья, которые живут в этом городке, они помогли к этому гинекологу попасть. Вот здесь клиника находится. А что хорошо, а вот Лада идет на проверку. Кстати, сейчас Лада будет задавать вопрос, нужно ли ей делать операцию. Потому что в Украине ей предлагали операцию, а здесь как бы не предлагали, но каждый раз нужно проходить осмотр. Все, Лада с нами прощается. Когда выйдет, через полчасика расскажет, нужно или не нужно. Здесь такая небольшая улочка, здесь можно ехать не быстро. Поэтому поставили вот такое табло оповещения о скорости движения. Видите, сейчас улыбочка зеленая. Это сообщается о том, что вот эта синяя машина проехала на хорошей скорости, не нарушила правила. Вот видите, снова зеленая улыбочка была. 8 км в час. Короче, датчик ловит движение машин, велосипедов и оповещает о скорости движения для того, чтобы люди понимали, насколько быстро они едут и не нарушали. И здесь нету вспышки, они не фотографируют и не присылают штрафов. Если, например, человек едет
быстрее, чем нужно, то там такая красная мордочка недовольная появляется. И человек понимает, что ему нужно сбросить скорость. А вообще я сейчас иду к моему консультанту финансовому. Здесь у него офис, вон там, на той стороне. Сейчас покажу, где он работает. У меня уже к нему несколько вопросов накопилось, поэтому хочу задать, спросить. В общем, вот здесь мой консультант работает, у него офис. Но его сейчас нету на месте, потому что, во-первых, еще рано, во-вторых, он сказал, что сегодня поедет ремонтировать свою машину. У него тоже сломалась машина. Вот, смотрите. Сюда можно позвонить на звоночек и к нему зайти. В общем, я с ним сейчас говорил по телефону. Расспрашивал его о том, как мне поступать с джоб-центром дальше. Потому что деньги гораздо больше, чем те, которые я декларировал. Я говорил, буду получать 500 евро, а сам получаю в 3 раза больше. Поэтому я сейчас должен им отослать свой реальный заработок. И Лео сказал, что я обязательно должен указать, сколько будет еще вычетов из этих реальных заработков, чтобы они не подумали, что это заработок чистыми. Дьякония Ладен. Это магазин типа секонд-хенд, где по недорогим ценам, я думаю, можно купить какую-то одежду и обувь. Вот, например, штанишки за 3 евро можно здесь купить. Такие простые. Курточки. Конечно, это все ношеное и так себе фасончик. Но если у вас совсем нету денег, то можно одеваться и здесь. Мы как-то с Ладой пробовали найти что-нибудь в таких магазинах, но особо для себя ничего не подобрали. В общем, все эти штаны я тут смотрю по 3 евро. Видите, 6 зачеркнуто, 3 написано. А обувь по 10 евро, что тоже недорого. По 8 евро, 11 евро. 8,50. Ну и там внутри в магазинчике тоже какие-то есть аксессуары всякие. Это я пока Лада у врача хожу по Айслингену, рассматриваю его. Нравится мне здесь прогуливаться. Эти старые домики. Река здесь такая стремительная. Река называется Фильс. Это та же река, которая протекает через наш городок. Но здесь она прям через центр течет. И здесь она пошире немножко. Кстати, когда было наводнение в этом году, то здесь у наших знакомых были проблемы, но не с этой рекой, а с соседней небольшой рекой, которая протекает прямо за ихним домом. Уровень воды поднимался очень высоко и чуть не затопило их дом, а подвалы у соседей позатапливало реально. Так что эти речки только с виду такие безобидные. Время от времени они бывают коварные. Вот железнодорожный вокзал, который сегодня пустой, потому что здесь сегодня не ходят поезда. Даже интересно посмотреть, может быть, со стороны Штутгарта сюда приходят поезда. Ну вот, смотрите, из-за этого-то поезда и не ходят. Потому что здесь идут работы прямо на дороге. Вау! Посмотрите, что они делают. Какие-то громадные стоят такие машины, бульдозеры. Что-то тут расколошматили пол станции. Вообще станцию переделывают. Ага, конечно, не будут ходить поезда. А там был подземный переход, по-моему, да? Его закрыли, смотрите. Застелили какой-то тряпкой, чтобы не запачкать бетонные ступеньки. Заодно мы можем посмотреть, как немцы оборудуют рабочее место. Да, вот видите, заборчики везде такие стоят, небольшие, ограждающие
рабочие площадки. Работают экскаваторы, радио там у пацанов на всю кричит немецкая, слушают они. Видите, рельсы вот здесь уже обрубили. Вот стоит человек уже, там дальше рельсы не идут. Там вот какая-то машина разбирает, видимо, еще часть рельсов. Или просто... кстати, это экскаватор, который ездит по рельсам. И тут всю стоянку, здесь была автостоянка, ее превратили просто в громадную строительную площадку. Вот это сверлильный станок, нифига себе. Я в восторге. Лада, наверное, уже вышла от врача, пойду ее встречать. Вот прикол, друзья, смотрите. Велосипед стоит привязанный к столбу, но привязанный он передним колесом и рамой, да? И что? Заднее колесо унесли. Вот вам и Германия. Нравы упали у Германии, да? Переднее колесо не смогли, видимо, не смогли перекусить замок. Руль могли бы открутить еще, но стырили только заднее колесо. А это не дешевый велосипед. Сиденье не сняли почему-то. Вот такие бывают ситуации. Ну все, Лада вышла от врача. Что тебе рассказали? Все хорошо, ничего не надо делать, через полгода приходить снова. Никаких Сказала, операций? на месте стоит, не надо ее трогать. Вот так вот. И мне интересно, просто в Украине мне говорили срочно, надо все резать там. Это самое, здесь... Может, в Украине были заинтересованы в том, чтобы сделать тебе операцию, это все-таки за деньги, а здесь как бы не очень. Здесь совсем не заинтересованы. Не, ну в принципе классно. В общем, приехал я на СТО, поговорил, тут парень сел в мою машину, прокатился, уже, видите, уже на подъемнике, и она уже он ее смотрит, крутит по колесам, бьет, что там с ней, проверяет. Вот СТО, в котором я сейчас был. Здесь посмотрели быстренько мою машину, сел человек, прокатился даже на ней за рулем немножко. Послушал, как она гудит, рычит, что с ней не так. И потом на подъемнике поднял, посмотрел. И пришел к выводу, что у меня подшипник левого колеса переднего накрылся. Я спросил, сколько будет стоить ремонт. Он сказал, что будет стоить 200 или 300 евро. Так, приблизительно. Вот. Но мне не сразу будут делать. Назначили на 6 ноября. Вот он, наш старый чайник, смотрите, прослужил здесь нам год. Не знаю, сколько раньше он еще служил до нас. Все, перестал включаться. Возможно, его как-то можно отремонтировать, если у кого-то руки из нужного места растут. Но я думаю, это просто потеря времени. К тому же он все время излучал неприятный запах пластмассы такой вот жженый. Ну, знаете, как это обычно бывает с дешевыми чайниками. И у него не работает крышка, вот эта верхняя. Ее невозможно открыть, поэтому мы воду сюда заливали как-то
через носик. Но мы, конечно же, когда будем съезжать с квартиры, оставим рабочий чайник. Этот, в принципе, лучше выбросить. Просто место будет занимать. Вот наш новый чайник. Вот он, смотрите, какой красавец. Прозрачный. Люблю такие прозрачные чайнички. Видно сразу воду, возможно, и подсветка. О, видите, поставил сразу подсветочка. Водички наберем из-под крана. Что мне нравится в Германии, питьевая вода бежит из-под крана. Так, испытываем. Он сразу включенный был. Ждем какое-то время. На удивление, он очень тихо работает. Просто по сравнению с этим старым чайником, просто очень тихо. Все, пьем чаек с Ладой и едем смотреть аутентичное немецкое село. Хороший чайник, не воняет пластмассой, когда наливаешь, что обычно чувствуется. Круто, я рад. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. О, мама, ты как из «Матрицы». В черных очках. Как из американского фильма, да? Предохраняюсь. Да правильно. Мы тоже так считаем. Все правильно. Все, едем на прогулку с тобой. Мамусь, мы выбрали небольшой поселок, который называется Оберберинген. Это какой-то верхний Беринген. И сейчас мы проведаем. Там горная местность. Мы с Ладой еще никогда не были. Попробуем посетить, посмотреть. Прогуляемся чуть-чуть. Ты же жила в селе, тебе будет интересно. Конечно. Використовуйте ліву смугу, щоб повернути ліворуч на бій 10 вебер. Ну, а ты же и не видела немецкого села. Надо посмотреть. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Уже така дорога страшна. Это что, это хорошая дорога. Она хоть без ям. Що я от замічаю, багато сухих деревьев. Да. Сейчас теперь резко назад сюда. Направо. Ой, там машина поломана стоит. Себе стоит. Чуры. Поехали. Смотри, как красиво. Ну вот, наконец мы приехали в тот поселок, куда собирались приехать. Петляли, конечно, очень долго, заблудились. Но сейчас где-нибудь остановимся и будем осматривать это село. Я даже не знаю, где нам остановиться. Наверное, оно нас приведет сейчас в центр. Что там? Ты, кстати, не рассказала, как мама себя чувствует. А, Ольга Лукинична, расскажите, как вы себя чувствуете? Как ваш глазик? Это слезы. на ветру, на холоде. Ну, на холоде, да. Ну, вы видите что-нибудь? Но уже не такой красный, уже открывается. Вижу, я тебя вижу. Ага. А болит голова. Ні, нічого вже нічого не болить, тільки що ще не прояснився. А как вы видите этим глазом? Ну как? Если так сравнить, Ага. то если через стекло, только такое замасленное стекло. Ну, то есть четко вы не видите, такое мутная пелена. Ну, будем надеяться, может, оно как-то Ну, я пройдет. думаю, что Ну, в общем, уже лучше. Да? Так, друзья, приехали мы в Оберберинген, село,
которое находится на вершине большой горы. Зачем мы сюда приехали, никто не знает, большая тайна. Сейчас мы закроем машину и будем вам рассказывать. Мы хотели прогулять маму где-нибудь и показать ей сельскую местность. Но к тому же мы искали такое село, которое бы было абсолютно отшибным. То есть оно находилось бы не возле железной дороги, оно было бы маленькое, труднодоступное. И чтобы увидеть, как живут вот в таком отдаленном селе, мы выбрали село на горе. Это село, вообще о нем Google ничего не рассказывает вообще. Называется оно Оберберинген. И мы даже не знаем, сколько здесь проживает жителей, но мы увидели по карте, что у него 4 улицы всего. 2 поперечных, 2 продольных. Маленькая. А как вам, Ольга Лукинична? Там идем, Село, смотрите, похоже на походить. наше село. Походить можно. И мы сюда Смотрите. ехали и заблудились, потому что там стоял знак «Тупик», а мы не поняли, что тупик именно в этом селе. Дальше некуда ехать, представляете? И я думал, что просто перекрыта дорога. И, в общем, мы еще полчаса ездили по серпантинным дорогам, пока я не сообразил, что надо все-таки вернуться и повернуть туда, где тупик. Вот. Да, вот карта села. Вот мы находимся Оберберинген, видите, на самом холме. А здесь есть Унтерберинген. Это Бад Уберкинген, я вас обманул. Унтерберинген находится вот здесь, это нижнее село. Мы отсюда заезжали и крутились то есть под серпантином, чтобы заехать сюда. А вот наш город Гайслинген. По прямой он недалеко, вообще тут, наверное, километра 4. Но поскольку надо ехать вот так вот, то у нас целых 15 километров накрутилось. Ну что вы скажете, друзья, про отшибное село, тупиковые дороги, из которого, через которое нету прямой. Если кто-то едет сюда, он едет чисто сюда. Сюда ходит только один автобус, и он ходит, видимо, раз в час, а в выходные вообще еще реже. По сути дела, это самый отшиб. Вот самый отшиб. Такая тишина мертвая стоит. Вроде тут вообще никого нет. Хотя люди какие-то ходят, ну, скажи, Я да? вообще опасаюсь, как люди отнесутся к тому, что здесь бродят люди с камерой. Побьют. Но пока мы никого не встречаем, все сидят по домам. Осторожно. Мы обнаружили какое-то железное изваяние. Видимо, это какой-то допотопный станок на колесах. Это не станок, это какое-то устройство передвижное. Лада, ты предполагаешь, для чего это? Может, какая-то мельница или Ольга измельчитель? Лукинична, ваши идеи. Я вообще не представляю, что это. Для сельской местности, тем более, Для горной местности, да, что-то. Кататься? Упряжка с лошадьми? Вверх Вряд ли, ногами, вряд да? ли. Смотрите, это похоже на поилку для коней, да? Написано, это не для питья. Да. Keine Trinkenwasser. Kein Trinkenwasser, да, не питьевая вода, но ее тут вообще нету сейчас, этой воды. И стоят такие интересные столики, где можно посидеть, отдохнуть. А вот это вот какой-то старый ангар, прям сарай. Но отличается от наших сел, да, Ольга Лукинична? Да, конечно. Мама наша долгое время жила под Сумами в селе, занималась огородами и строила дом. Да? Двухэтажный. Ольга Лукинична построила двухэтажный дом. Скажи, мамусь, наши села отличаются сильно? Очень. Очень сильно, да? Чем? Ну, во-первых, тут дороги, порядок, а у нас... У нас грунтовка везде, да? И Ну, да. асфальт только на шоссе, а так по селам, по улицам грунтовка, грязюка. Когда дождь пройдет, там вообще надо полями в резиновых чоботях. сапогах. Да. У каждого забор, у каждого сарай, в котором сидят животные, да? Да. Это у нас. А здесь совсем... Представь, то есть По-другому. это многоквартирные дома в основном, посмотри. Или это все одной семье принадлежит, как ты думаешь? Вот, например, этот дом, который сейчас в А вот я кадре, не знаю. это большой дом с хозяйством, с сараем. Я думаю, что тут несколько семей, потому что содержать такой дом, конечно, сложно Сложно. и дорого. А вот там куча дров, смотри, прям такая куча дров.
Что это такое? Это они топят дровами, что ли? Ну да, Так почему бы и нет? по-сельски, куча Поч- дров, да, так Почему интересно. бы и нет? Смотри, там курочки ходят. Тут ни заборов, ничего, курочки ходят, и Смотрите, никто, Ольга Владимировна, наверное, тоже приученные, не едят соседские огороды. Может быть. Так огород. огородов-то Огородов нету, нету, кстати, нечего да. есть бедным курочкам. Кстати, посмотрите, у них нету огородов возле домов. Просто лужайки, деревья. Нету животных, нету Вот огородов. дом такой современный, со стеклянным балконом. Вообще такие вполне себе современные дома. Красивые. Я вижу вон там, сверху, там просматриваются какие-то ветряки. Видно, оттуда открывается хороший вид на всю долину. Вот Может, еще сюда? улочка. Можем сюда пройти. Смотри, красиво, да? Нас просили рассказать про пенсионеров в Германии. И мы на примере своей мамы можем напомнить ту информацию, которую мы уже однажды рассказывали. Пенсионерам в Германии предоставляют убежище, тоже дают параграф 24, то есть это временная защита, и дают пособие на жизнь и оплачивают квартиру. Но занимается этим не джоб-центр, а занимается этим социальная служба, социаламт. Вот нашей маме, как и всем другим пенсионерам, в месяц выплачивают 502 евро. Из этих 502 евро на еду и на одежду, так скажем, мамину украинскую пенсию вычитывают, и ей поступает, в общем, эквивалент денег. Но в целом вместе с украинской пенсией у нее получается 502 евро. Тут есть церковь, только что колокол бил. При этом социаламт может оплачивать жилье для пенсионеров, но там есть лимит. Когда мы для мамы искали жилье в Гайслингене, то нам сказали, что мы должны вложиться в определенный лимит. Этот лимит 600 евро, 600 с копейками. Сейчас нашей маме оплачивают жилье за 611 евро вместе с коммунальными услугами. И это уже предел. Я знаю еще парочку пенсионеров тоже в Гайслингене, которым тоже вот так же оплачивают жилье. И у одного пенсионера жилье стоит дешевле, там 500 с чем-то евро в месяц, тоже с коммунальными. А у другого пенсионера нижний этаж в доме, в частном, и там тоже около 600 евро. В общем, по максимуму арендодатели берут. Ладно, смотри, написано «Цумитнемен», это ты можешь взять с собой такой Вот один. Цумитнемен? Да. Вот табличка стоит. Ольга Лукинична, Eine хотите Spende такую? wäre nett, danke. Чего, домой? Говорить його не буду. Нет, для красоты. Мені так. А может даже сварим кашу? Давайте, наберем. Прям наберем, возьми один или два. Ну или 2 штучки. Они, видно, пропадают здесь. Ну да. Так це було, щоб було безплатно. Да, давайте выберем, какая вам нравится. Тыквочка. Сейчас перед Выбирайте. Хэллоуином из них Да. делают мордочки такие красивые. Gift as Bauer Laden. Hier. Nein, keine. Was möchten Sie? Milch, Quark, Honig. Honig. Honig gibt es bei mir. Ja? Ja, ich habe nur 500 Gramm. Was 7 kostet? Euro. Зебина. Окей, 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 sehr danke gut. В общем, поговорили с парнем, он хозяин вот этого дома, и он тут занимается тем, что у него есть улики, видите, вот улья. И он сказал, что может нам продать баночку меда натурального. А вот и церквушка рядом, сейчас подойдем посмотрим. Вы выбрали Так что уже себе несколько? давайте дыньку. Давайте небольшие такие, да? Да. Вот такую, Ольга Положи Лукинична, себе. как вам нравится? О, danke О, schön. Also danke der schön. Honig ist fest. Ага. Der ist nicht flüssig, Ага, weil ich окей. ihn nicht rühre. Der ist so original, О, gut, на gut. натуре, а? ohne, ohne Behandlung. Sehr gut. Ja. Danke schön. 7 2, евро, ja? Ja, 2, 4, 5, ja, 6 und Ja. 7. passt. Richtig? Danke schön, danke schön. Dankeschön, так. И я рассказывал про пенсионеров в Германии. Вот мед покажу, смотрите, с этикеточкой. Пенсионерам в Германии не предоставляют языковые курсы, потому что это тоже деньги, затраты на обучение. А пенсионеры как бы уже работать не будут, и так они на шее в Германии. Но я знаю одного человека, который добился того, чтобы его взяли на курсы, и он ходит и с радостью изучает язык. Он, кстати, приехал сюда уже зная чуть-чуть
немецкий язык на базовом уровне. И он написал письмо в БАМФ. Это такая организация, которая занимается управлением делами по языковым курсам. И ему ответили, сказали: да, вы можете, мы вам оплатим. И вот он ходит и радуется, изучает немецкий язык. То есть пенсионеры украинские в Германии тоже могут получать все те же блага. Мы уже показывали, что они лечатся здесь по медицинской страховке. То есть, по сути дела, полноценно живут и, как это не печально признать, но гораздо лучше и гораздо богаче, чем обычно живут пенсионеры в Украине. Но на самом деле я бы никому из пенсионеров украинских не советовал бы ехать сюда, в Германию, потому что, как правило, здесь людям в возрасте уже очень трудно. Во-первых, люди привыкают к той обстановке, в которой они все время жили, и они скучают по соседям, по семье, по своим родным местам, по вот этим вот дорожкам, по которым они всю жизнь ходили, по огороду, по родному менталитету, понятные люди вокруг. И когда они сюда попадают, то они страдают, потому что они здесь ничего не понимают. Здесь все новое. Язык освоить очень трудно. В возрасте вообще это очень трудно. Порой невозможно. Вот моя мама, например, регулярно предпринимает попытки, говорит: все, я буду учить немецкий, но она уже все. Она не воспринимает только то, что она когда-то учила еще в детстве. Она может вспомнить, и то это ей не дает никаких шансов на общение с немцами. Вот. Немецкие бабушки иногда к ней подходят, пытаются заговаривать, но она не может с ними разговаривать. Но моя мама, она здесь не одна, мы рядом с ней. И потом моя мама, привыкшая к такому образу жизни, она большую часть жизни жила отдельно, сидела одна и даже в Украине не заводила слишком много друзей. Это как бы индивидуальные качества, которые позволяют ей находиться одной и не страдать. Но большинство людей не такие. Большинство людей хотят, чтобы была бурная жизнь, какое-то общение. И поэтому здесь пенсионеры украинские страдают психологически. Пускай даже у них все есть, еды полно, жилье нормальное, но они здесь, как-то сказать, не в своей тарелке, да, или какие еще есть выражения, когда человек не поймет, где он находится и зачем он здесь находится. Ему неинтересно просто. Поэтому вот, чтобы не быть однобоким, я хочу предупредить всех, кто рассматривает Германию для переезда, всех пенсионеров имеется в виду, да и не пенсионеров тоже, я вам скажу, что людям в любом возрасте бывает сложно, и подростки и пенсионеры попадают под категорию людей, которые очень сильно привязаны к каким-то вещам у себя на родине, к друзьям, там, к общению. И им бывает вообще прям до депрессии трудно. Они не понимают, зачем они здесь находятся, что им здесь делать. И им все не мило, все плохо, хочу домой, хочу домой. Это все, что я слышу от людей в возрасте. Вот я недавно встречал двух наших украинок. Одна из Харькова, другая из Киева. И они мне обе сходу заявили, что ждут окончания войны, чтобы вернуться домой. Вот здесь сильно попахивает навозом. Видимо, это как раз вот какой-то местный колхоз, я бы так сказал, ферма. Там коровки мычат где-то. Котов целая куча. Вау! Смотрите, это сельскохозяйственное здание. А какое красивое. Посмотрите, какой вход. Все в цветах. Это просто шикарно. Гараж для машины. Для 2 машин. Смотрите, какая куча котов. И тут навоз лежит, и живут бычки. У них на ушах какие-то бирки. Ой, они услышали человеческий голос и начали мычать все. Это ферма. Видели, друзья? Вот такие фермы здесь. Все очень красиво. Вот старинная газонокосилка стоит. И постоянно вот такие вот какие-то украшения. Даже старая железная техника, вот плуг какой-то древний стоит. И то он как украшение здесь используется. Ну, эта деревенька, конечно, не из бедных. Домов немного, но дома классные. Большие, современные. Вот в чем дело. Вообще я слышал, что... Фух, я запыхался.
Я слышал, что чем богаче немцы, тем выше они в горы заезжают жить. То есть в таких поселках Тут богатые, мы в богатом районе. да, богатые немцы живут. Смотри, что это? Это Газонокосилка. газонокосильщик. Это, Ольга Лукинична, так косят Автоматически. траву. Видели когда-нибудь? Видела. Тільки В общем, вас не удивить ничем. слухай, за 80 з лишнім лет Да-да. можна побачити. Смотри, это единственный огород, который мы здесь нашли. Он минимальный, такой просто клаптик земли Класс. вдоль дороги. И здесь посадили и помидоры, и капусточку. Смотри, і полив, і воно все лежить, його ніхто не трогає. Його, а у нас Какая прелесть. А этот пошуровал. Смотри, ездит сам себе куда хочет. И здесь вот уже асфальт кончается, и это, видимо, уже совсем вершина горы. Посмотрите туда, там классные дома стоят. Со стриженными кустиками. Разрешено проезжать только пожарной машине, но входить пешком не запрещено. Это гольф-поля. Друзья, вон там стоят такие гольф-машинки, вот эти, которые ездят. Вот почему сюда приезжают люди. Смотрите, поля для гольфа. Классно. Вот почему газонокосильщик здесь катается. Я никогда не играл в гольф, но в Киеве у нас тоже есть гольф-поля. Поэтому это как бы неудивительно, но я не ожидал это повстречать здесь. Действительно, наверное, это поселок для богатых.